Всем привет! Этот урок будет гораздо проще, чем предыдущий, и гораздо более, возможно, интересный, и простой, и приятный. Вот. Я вам в этом уроке хочу показать библиотеку Lodash. Это набор огромного количества полезных функций на все случаи жизни, скажем так. И сегодня я предлагаю использовать две функции из этой библиотеки. Times — это штука, которая позволяет сделать нечто, указанное количество раз, и применим мы это для того, чтобы сгенерировать большой фейковый контент для наших идей. А также разберем функцию pick, которая позволяет взять только нужные элементы из объекта. Давайте это применим. Для начала давайте ее установим. Устанавливаем ее в backend, сам Lodash, а также нам понадобится типы Lodash. Так, давайте дождемся установки. И типы Lodash. Установили. Хорошо. Давайте импортируем. Ее принято Lodash, это буквально нижнее подчеркивание, поэтому так мы его обычно и называем. Хорошо, заимпортили. И теперь нам нужно сгенерировать этот массив. Как мы будем его генерировать? Const IDs равняется, не обязательно, times 100. Значит, 100 раз мы вызовем эту функцию, и в нее будет передаваться аргумент I. Аргумент I будет являться чем-то от 0 до 99. Хорошо. И мы попросим эту функцию возвращать нам объект. То есть вот эта вот запись вот такого формата, которую вы могли видеть и в предыдущем уроке, она равносильна, сейчас, например, вот такая запись, равносильна тому, что написать следующим образом. Это все равно, что написать вот так. Вот эти две строки сейчас абсолютно одинаковые. Просто это короче. Вот ее и будем применять. Хорошо, поехали дальше. Ну и теперь нам нужны вот эти наши свойства. Так, давайте их просто вставим. Хорошо. Только нам же не нужно, чтобы у нас было 100 идей с одинаковым ником. Мы хотим, чтобы у нас вот это вот число в конце бралось, исходя из порядкового номера. Добавляем I. Так, идея, соответственно, точно так же I. Да, и, кстати, вот когда вы используете вот такого рода косые кавычки, вам позволительно вставлять вот так вот в строки какие-либо переменные. В таких кавычках так сделать нельзя. В таких кавычках приходилось бы делать вот так вот. Но это менее симпатично. Вот, поэтому мы будем все-таки использовать тот синтаксис. Так, переделаем кавычки. И в description точно так же нужно добавить это число. Угу. Так, хорошо. Вот у нас сейчас на практике получилось все то же самое, только идея не от 1 до 5, а от 0 до 99. Угу. Давайте посмотрим, как это повлияло на наше приложение. Перейдем на главную страницу и увидим, что у нас действительно теперь 99 идей. Как же здорово. Ага, и в этом плане тоже все работает. Ну, там мы ничего не меняли. Хорошо. Так, ну и раз уж мы за это взялись, давайте еще добавим к идее текст, который будет позже вводиться на самой страничке идеи. А текст пусть будет у нас такой. Это тоже пускай будет какой-то длинный текст. И запишем его вот так. То есть еще раз, 100 раз, но уже в переменную j мы будем записывать наш индекс. Вот, и выведем такой текст. Текст параграф, вот такой-то, то есть, j, от идеи вот такой-то. И будем объединять это. То есть, смотрите, у нас получилось, что такое 100 раз times? Это значит, что вот эта штука, она вернула нам некоторый массив. Но мы хотим, чтобы текст был просто одной строкой, и поэтому мы говорим, что все переменные этого массива, не переменные, все элементы этого массива мы хотим объединить через пустую строку. То есть давайте сейчас, наверное, я выведу этот IDS. Console log IDS. Мы на это посмотрим.
Так, вот наш бэкэнд. Что мы здесь видим? То, что вот наш текст получился, ну, эти все значения вы видели, а вот какой текст. Параграф 0, идея 99, параграф 1, идея 99 и так далее. А вот если бы джойна не было, то что бы получилось? То получилось бы то, что у нас в тексте это массив, а мы хотим его просто схлопнуть. И мы говорим то, что мы его схлапываем через пустую строку. Смотрите, если бы, например, его схлопнули через 1, 2, 3, то у нас бы получилось вот такая штука. Видите, параграф, потом 1, 2, 3, потом опять параграф и так далее. Вот. Ну, а нам нужна там пустота. Все, ее мы и сохраним. И теперь какой момент? Давайте применим еще одну функцию из Lodash, которая позволяет взять только нужные элементы массива. Раньше, помните, мы в IDS выводили только ник, name и description из этого роута, что логично, потому что на главной страничке нам не нужны тексты всех идей, они много весят как бы, и мы их использовать не будем. Поэтому давайте в IDS тоже прокинем только то, что нужно. Как это сделать? Мы передаем те же самые IDs, но вызываем по ним map. Map — это проходочка по всем элементам массива, которая принимает в себя функцию и которая возвращает нечто, что применится ко всем этим элементам массива. Точнее, не применится, а вот... Ну ладно, давайте сейчас покажу. Показывать проще, чем объяснять. Хорошо. Так, map idea. То есть вызовется функция, в нее будет передаваться каждый по очереди элемент из массива IDs, и он нам должен будет вернуть только следующее, то есть пикнуть из этой идеи следующие ключи. Это ник, это name и это description. Угу. Так, ну и давайте, чтобы это было наглядно, тоже вызовем консоль-лог всего этого. Консоль-лог. Ну и давайте я временно уменьшу здесь это значение до 3. Так, что мы видим? Что мы видим? Вот, смотрите, у нас получилось то, что текст пропал. Почему это произошло? Мы сделали проходку по IDs. Для каждого элемента массива IDs вызвалась эта функция, в которую была передана сама идея. В нее была передана сама идея. В этой идее были все вот эти поля. Вот. Но мы из этой идеи пикнули только следующие. И вернули это в результате выполнения этой функции. Все, что мы из этой функции вернулись, будет применено к новому массиву. Сам изначальный массив IDs не изменится, а вот сюда уже прилетит наш новый массив, в котором будут только нужные нам ключи. Хорошо? Это стираем, возвращаем значение. 100. Сохраняем. Проверяем еще раз, что мы ничего не сломали. Да, у нас 100 идей. И это очень хорошо. Благодарю. Поехали дальше.